Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду говорить про то, что раньше женщины были с приданым, а сейчас приходят на все готовое и отбирают еще половину. Многие женщины думают, что если они по факту соглашаются жить с мужчиной, то уже таким образом просто автоматически осчастлививают мужчину. Многие женщины сейчас ничего не привносят в жизнь мужчины, ничего не отдают и даже не собираются это делать. А все-таки и для мужчины хочется понимать, что женщина может быть чем-то полезна в его жизни. Если женщина входит в мужской дом с приданым, это является фундаментом для будущей семьи. Деньги не будут разлетаться как фантики и тратиться на что-то ненужное, а будут вложены в укрепление и процветание в семьи. Раньше на Руси невестка должна была иметь приданое, и тем самым она вносила вклад в семью мужа. И еще она таким образом компенсировала расходы на себя, что сейчас для современных женщин, наверное, является чем-то ненормальным. Причем приданое было и в богатых семьях, и в самых простых. За кем не стояла очередь, так это за бесприданницами. Что сейчас тоже очень не подходит для современных женщин. За современной женщиной чаще всего сейчас ничего не стоит. А вот для женщины мужчина уже до брака должен иметь высокооплачиваемую работу, машину, дом. А какой вклад в этот совместный проект вносит она? Многие об этом не задумываются сейчас. Вот сегодня я поговорю об этом вкладе, приданом, почему мужчины стали все чаще вспоминать об этой традиции. Начать хочу видео и поговорить сегодня о задаче души. Душа дается человеку, с помощью которой он познает этот мир. Ду — это дуальность, а ша — это познание жизни. Материальные блага — это искушение для человека. И если человек не занимается своей душой, то материальные блага могут пойти не в пользу. И в ближайшем будущем, мне кажется, на авансцену должны выйти задачи души, связанные с глубинными, настоящими, искренними чувствами. И мне очень нравится фраза «сохраняйте душевный свет, вопреки всему, несмотря ни на что», поэтому свет у вас найдут такие же светлые души. Люди без души ищут тело, а люди с душой ищут такую же душу. Красота цветка начинается с зернышка, а красота человека с души. Приданное — это определенные ценности и имущество, которые выделяли родители для того, чтобы выдать замуж свою дочку. В античное время девушки из богатых семей выходили замуж для того, чтобы стать дополнением мужчины. И главное предназначение было это продолжение рода. Но мы, конечно, уже давно оттолкнулись от античного времени, и на Древней Руси с самого детства, когда рождалась девочка, уже готовили приданное. Его собирали в большой сундук. Приданное является некой платой мужчины за то, что он берет на обеспечение женщину. Это некая компенсация. Объем приданного, как правило, становился главным критерием для подбора мужчины. Чем больше приданного, чем оно дороже, тем будут и статуснее мужчины. И тем выгоднее девушка выйдет замуж. Смысл того, что равные притягиваются по достатку к равным. Но то время отличается от настоящего. Сейчас приданное можно буквально заказать в интернет-магазине на маркетплейсах. Дело сейчас в другом. Женщины, у которых есть приданное и есть то, что они могут потерять, как теряют мужчины в браке, когда женщина оставляет и забирает там половину, например, того, что зарабатывал мужчина. Такие женщины более ответственный подход для создания семьи. Они действительно настроены на то, чтобы также вкладываться в семью. Проблема сейчас женщин в том, что много требуется от мужчин, а у самих ничего нету. И мужчины, я думаю, даже бы не вспоминали, может быть, о этом в общей массе, о этой традиции приданного, если бы сейчас не было такое огромное количество меркантильных, просто наглых женщин. Девушки из бедных семей, у которых не было приданного, назывались бесприданницами, и у таких было не очень много шансов выйти замуж, а если и были, то это был скорее неравный брак или с большой разницей в возрасте. Но такие девушки не очень-то пользовались спросом, что нельзя сказать про современных девушек, которые, насмотревшись социальных сетей
и со стороны на других женщин. Конечно же, это не учитывают, и мужчины все чаще стали вспоминать о традиции, которая раньше была, которая делила девушек, может быть, это не совсем было справедливо, потому что, когда мы рождаемся, конечно же, от нас не зависит, что у кого есть. Но, тем не менее, справедливость могла восторжествовать в том плане, но чтобы умерить пыл современных женщин, я считаю, что неплохо было бы все-таки напомнить об этой традиции. И мужчины-то тоже стали вспоминать о ней, что она была, потому что запросы современных женщин улетели куда-то просто в космос. Назрело, что называется. Мне написал мужчина истории 3 семей знакомых, где женщина зарабатывает даже больше и вкладывается даже больше в семью. И, наверное, и там все счастливы от этого. Она любит мужа, уважает его. И эти семьи крепкие, очень долго они вместе. В то время, когда семьи сейчас, где женщина на обеспечении, распадаются. Поэтому, может быть, мы отталкиваемся уже от той точки, где вот это понятие было, что женщина должна быть на обеспечении. Вот так вот. И плюс это равноправие, когда оба партнера вкладываются равноценно. От этого только могут быть укрепление союза, и все остаются в выигрыше. Что входило в состав приданого? Это все что угодно. У небогатых семей это было постельное белье, какая-то домашняя утварь. У богатых людей это уже были драгоценности. Современные женщины сейчас потеряли ориентиры, может быть, неплохо было бы напомнить о традициях с этим приданым, то есть вот это как бы разделение с одной стороны, а с другой стороны современные женщины потеряли ориентиры, может быть, неплохо было бы напомнить о традициях, которые раньше были. И мне пишут в комментарии мужчины своих историй, когда вот из глубинки привез, и ничего не было у девушки за душой, как она потом впоследствии оставалась постоянно недовольна. Или вот этот момент, когда женщина работает в пятерочке, как часто мужчины пишут, мечтает о миллионере. Мечтать никто не запрещает, но нужно тоже объективно себя оценивать и не грызть мужчину, не требовать того, чего мужчина дать не может, и понимать, что мужчины такие же люди, почему запросы к мужчинам архи какие-то нереальные, а запросы к женщинам сейчас никакие. И вот это вот распределение с приданым, которое раньше было, в каком-то смысле это был неплохой вариант, по крайней мере, для того, чтобы не были такие сейчас, я извиняюсь, просто наглые женщины. Женщины были гораздо скромнее, честнее и не такие материальные. Помните сказку Андерсона «Принцесса на горошине»? Как же найти свою принцессу? И эта сказка учит тому, что у принцессы нужно быть до конца. Настоящая принцесса, она благородная, добрая, умная, терпеливая, любящая. И я думаю, что впереди нас ожидает время, когда спрос на материальные ценности снизится. А когда он снизится, когда уже все перенасытится этим, весь мир перенасытится, то, о чем я сегодня говорила, что, мне кажется, впоследствии люди больше будут задумываться о состоянии своей души. По крайней мере, я так на это надеюсь. И тогда, когда снизится весь этот интерес к материальному, или его снизят те, кто его повышал специально, тогда, возможно, все станет на свои места и будет больше по справедливости. Никто кому что дал, а будет больше про настоящие чувства, про искренность и про настоящую любовь, которая является самым важным в нашей жизни. Будь то это любовь к близким просто людям, к любимому человеку, к детям, к этому миру. Но любовь, она всеобъемлющая, и без любви душа погибает и становится мрачной.
Всем спасибо большое, заботьтесь о своей душе. Увидимся уже в скором времени. До встречи, пока.